Добрый день, дорогие дамы и господа, дорогие зрители нашего канала Freedom Таджикистан. Сегодня наша тема «Не все таджики террористы. Почему в терактах среди граждан Таджикистана? Кто стоит за этим?» Экс-следователь МВД Республики Таджикистан. Дадовой изочло, то, что я раньше работал, будем говорить на русском языке. Принимаем гостей, которые они будут задавать вопросов именно по этому тему. Оливер. Добрый день. Слушайте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотели, я обещал вам, что... Вы обещали мне задавать некоторые вопросы, которые вы должны были ответить. Вы сказали попозже. Вы, наверное, сегодня выполните свои обещания. Да. Мы народ Таджикистана, интеллигенция, ученые, сотрудники государственных служб, бизнесмены, юристы, журналисты, учителя, врачи, мигранты и независимые оппозиционеры собрали много для вас вопросов. Вопрос номер первый. Я сегодня выбрал именно в том, что сегодня 6 июня, каждый год 6 июня отмечается Международный день русского языка как один из международных языков дипломатии. Поэтому я буду сегодня говорить на русском языке, как вам обещал. И ваша тема последняя посвящена вот этим последним событиям, то, что случилось в России. И поэтому я выбрал сегодняшний день. Русский язык одна из международных языков. И каждый год он отмечается Организацией Объединенных Наций как один из 6 языков международной дипломатии. Поэтому начинаем. Задайте вопросы. Вопрос такой. Народ Таджикистана, мировые сообщества, журналисты, международные правозащитные организации, сепаратисты правоохранительных многих стран, которые борются с международным экстремизмом и терроризмом. Зрителям, политическим аналитикам, журналистам и активистам. По источникам международного СМИ, которые вы дали интервью, много раз, и свидетелей, которые вас знают, выходит, что вы работали более 11 лет в структуре МВД Республики Таджикистан. Разных должностях: следователь, старший следователь, оперативный сотрудник уголовного розыска, старший оперативник, сотрудник уголовного розыска в отделе борьбы с международным экстремизмом и терроризмом в МВД по городу Душанбе и других областях Республики Таджикистан. И вы как специалист, аналитик, политик имеете огромный опыт борьбы с международным экстремизмом и терроризмом. Что можете сказать по сегодняшнему тему на основании фактов? Почему в терактах в Швеции в 2016 году, в Турции 2 раза, в Иране 2 раза, в Европе, особенно в Германии, многих таджиков задержали, которые хотели совершить террористические акты по источникам информации официальных СМИ. Афганистан и последний теракт в России, в Крокус-Сити-Холл, замешаны граждане Таджикистана. И этот вопрос требует от вас, как специалист
международного уровня с опытом работы, конкретно ответ с фактами. Окей. Вот это первый вопрос был, да? Да, это вопрос. Почему? Я буду говорить, отвечать на ваши вопросы. Я поставил линк нижней части этого видео, которое трансляция идет. Факты на основании то, что есть в пространстве Google и расследований международных официальных СМИ, средств массовой информации. Буду отвечать на основании фактов. Я Дадабоев Изатилло, основатель политической и народной демократической движения Таджикистана АМАД. Предоставляем всему мировому сообществу, лидерам государств, международных интернет-поисковых корпорациям, спецслужбам, Интерпол всего мира, официальным журналистам, независимым блогерам и аналитикам следующую информацию. Я гражданин Республики Таджикистан, 2 года служил в армии, 5 год учился в юридический факультет, Таджикский государственный национальный университет. И 11 лет служил в рядах МВД Республики Таджикистан на разных должностях, от следователя до старшего оперативного сотрудника, и боролся с международным экстремизмом и терроризмом в Республике Таджикистан до 2017 года. Потерял все из-за моей работы и идеологии борьба с международным экстремизмом и терроризмом. Вот ссылка. Первая ссылка есть там про меня, то, что вот это, то, что я говорю, это истинная правда. Дальше идем. Есть цитат мой, это: как бы не был преступник умен, он всегда оставляет свои следы. И дайте мне, моему команду, ресурсы и шансов, мы чистим Республику Таджикистан от очага международного терроризма и преступления против человечества. Изатилло Дадабоев. Факты на основании юридических знаний, работа в полиции и криминалистики, баллистики, математического вычисления следы преступления против человечества. Первое. Что во всех террористических актах, которые совершаются во всем мире, есть следы рук президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, его сына Рустами Эмомали и его клана. Берем, во-первых, начало гражданской войны в Республике Таджикистан. Дата 12.02.1990-х годах. Тот день было убито 24 человека. Если плюсуем, только на цифрах можно через цифрами доказать все факты, которые они совершают, все теракты во всем мире, даже задержание активистов, политиков, юристов, многих блогеров, те, которые демократично мыслят. Так он осуществляет свои преступные деятельности против человечества. 12.02.1990 годах тот день был митинг, и было убито 24 человека. Если плюсуем 24, становится 6. Или плюсуем дату, например, 19.02 февраля 199 и 0. А если плюсуем 1 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 0, становится 24. Опять 24, если плюсуем 6. Код, ссылка есть. Ссылка в описании, нижняя часть видео. Каждый может проверять и сам анализировать таким способом. Дальше идем. День и цифры, которые почему совершают именно в таких днях, 6, например, 16, например, 19, например, 21, например, вот таких цифрах он совершает вот эти преступления. Репрессию делает, угнетает, проводит геноцид, многие свои преступления против человечества и даже теракты во всем мире. День и цифры, которые Рустами Эмомали, как свой отец Эмомали Рахмон, совершает преступления против всего мира. Это 6. Массовые убийства и теракты. Первое А. Это 6. Если 6 плюсуем 6 становится, это массовое убийство и теракты.
16. Это 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан в городе Ходжанде в 1992 году, когда Эмомали Рахмон пришел во власть. Поэтому он 16 код ставит. Если плюсуешь, 16 становится задержание активистов, блогеров, все, даже теракты. Если становится 16, он совершает из-за того, что он не разбирает, ума не хватает, вот такие цифры поставил, он на основании цифр, вот этот клан совершает преступления, теракты, все, что у них есть, свои мысли, грязные мысли. 16 сессия Верховного Совета, это 16 сессия Верховного Совета город Худжанде, где Эмомали Рахмон был избран Верховным Советом Республики Таджикистан. И получил, вот, интересно, есть, ссылку оставили мы, получил там 186 голосов. Если плюсуем 1,86, если плюсуем 9 плюс 6, 15, 1 плюс 5, становится опять 6. Поэтому совершает теракты, убийства, то, что первое начало гражданской войны, 6. То, что наверху сказали мы, 19.02.90 годах. Вот так идет, короче. Дальше. 186 голосов, чтобы не отдавать власть, и кто против него ликвидирует. Именно на 16-м. Например, берем Махмад Бокира, 16 мая убили. Или, например, берем Бузурмер Йорфа, 19-го, день рождения Рустама Эмомали. Или берем Далери Эмомали, 3 шестерки, 6. Много чего. И даже теракты. Сейчас на терактах, которые в Швеции, Иране, 2 раза турки, и в России всегда, если плюсуем, становится 6 или 16 или 19, вот так идет у них система. Или 24. Дальше идем. Получил 186 голосов, чтобы не отдавать власть, и кто против него ликвидирует. 16 еще обозначает, 16 цифр еще обозначает, ставит на своем месте первенца, своего сына, первенца обозначает. 19, например, 19 это день рождения Рустама Эмомали. Понимаете? 12 декабря. В Google пишите, выходит. 12 декабря он родился. По этому коду тоже они совершают теракты и охотятся на инакомыслящих и демократов. Особенно из другого региона. 12 день рождения Рустама Эмомали. Или плюсуем 1, 9, 10 становится. 10 тоже обозначает, что это код день рождения Рустама Эмомали. Что он единственный, царь, не знаю, как его отец. 21, если плюсуем, 21 есть во многих терактах, тоже 21, если плюсуем, это 3 становится. 3 это регион. Регион, где родился Эмомали Рахмон. 3-й регион. На автомобильных машинах есть у нас 01 регион Душанбе, 02 регион Согд, Хаджент, 03 регион Хатлон. Именно они охотятся. 23.1 это охота. Охота за инакомыслящих и демократов, оппозиционеров, критиков, террористические акты, что во всех странах они совершают именно вот такими путем. Что все теракты, которые совершали, это те люди, которые родом из региона Эмомали Рахмона. Понимаете? Южной части страны. Поэтому 21 обозначает вот так, Регион Хатлон, где родом Эмомали Рахмон и правящий клан. 15, что обозначает? 24, 33, 42, 21. Все эти цифры его агентура и его террористический сет, которые ходят по всему миру или совершают преступления против человечества, чтобы наводить страх всему миру. Теракты по всему миру. Дальше идем. На основании ссылки. Уже фактов. Теракты по всему миру. Начинаем с смертных. Одинаев Худой Назар взорвал себя в Душанбе. Я сам был следователем этого уголовного дела. Совершил он это
деяния 25.03.2012 года. Плюсуем, если плюсуем вот этот цифр, 25-й, совершение теракта, он взорвался. Именно в Душанбе, день международного праздника Навруз. Он должен был пойти там, где ходили мероприятия. В тот год Навруза отмечали, Навруза он принял международным праздником, и много из делегаций приехали из разных стран мира. И он должен был совершать там теракт, но мы превратили, задержали вовремя, хотели задержать, он взорвал себя. А 25.03.2012 года, ссылка есть в нижней части видео, можете плюсовать сами, 2 плюс 5, плюс 0, плюс 3, плюс 2, плюс 0, плюс 1, плюс 2, становится 15. Если 15 плюсуем, опять 1 плюс 5, 6. Ссылка радио Озоди, корпус, там все имена Одинаев Худайназар, все есть. В нижней части вот этого видео. Там жмите, еще там выходит описание под видео, там все есть. Дальше. Совершил теракт смертник Акилов, Рахмат, Швеции, 07.04.2017 года. Год. Плюсуем 0,7, 0 плюс 7, плюс 0, плюс 4, плюс 2, плюс 0, плюс 1, плюс 7. 21 становится. 21, если плюсуем 2 плюс 1, 3. Третий регион, он был из Хатлона. Вот тот теракт, который совершал он в Швеции. Много людей пострадали, умерли. Они совершают таким способом. Хатлон, это они показывают всему миру, наводить страх. Совершил теракт, например, в Иране. Смертник Комрони Эхсон. Он взорвал себя тоже. Если плюсуем 26, 0.10 октябрь 2022 года. Плюсуем 2 плюс 6, плюс 1, плюс 0, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 2. Становится опять 15. Понимаете? Опять 15. 1 плюс 5, опять 6. 6 это код Эмомали Рахмона, где ему голосовали 186 голосов в 1992 году, в 16 сессии. Вот так они совершают теракты. И года плюсуем, вот, короче, теракт. А вот теракт в Иране совершил Комрони Эхсон, опять 15, опять 6, опять они. Теракт в Турции, город Стамбул, 28.01.2024 года. Плюсуем опять. 2 плюс 8, плюс 0, плюс 1, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 4. 19. День рождения Рустама Эмомали. Понимаете? День рождения Рустама Эмомали. Сами, там есть линки, посмотрите. Например, дальше идем. Теракт в аэропорту город Кишинев, Молдова. Республика Молдова. Совершил Рустам Ашуров. Если плюсуем, когда он нападал на полицейских? 30.06.2023 года. Плюсуем. 3 плюс 0, плюс 0,6, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 3. 16. Это 16-я сессия. Когда пришел власть, Эмомали Рахмон, он хочет напугать весь мир. Дальше идем. Дальше идем мы. И 16, опять цифр. То, что он пришел во власть, и код первенца Рустама Эмомали, чтобы его ссылка есть. Террористы, которые хотели нападать на военные базы стран НАТО, по нашим информациям, всех задержали в Германии в 2012, 2023, 2022 и 2003 годах. Все южные части республики Таджикистана. Все были из южной части республики Таджикистана. Гарм, Гисар, Хатлон. Из региона Эмомали Рахмон. И те, кто пришли после гражданской войны во власть. 70% и 300%. Ссылка есть
В описании все журналисты мира бил, разные информационные официальные агентства написали по этому поводу. Тоже так, короче. Теракт в городе Российской Федерации, Москве. Крокус Сити Холл. Берем, плюсуем, опять 22 марта 2024 года. Плюсуем 2 плюс 2, плюс 0, плюс 3, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 4, 15. Если 15 плюсуем, опять 6. Код Эммануэля Расмона. Вот так он совершает все преступления. И весь мир, если анализировать все вот эти теракты, где бы они ни совершили, в Стамбуле, Турции, Иране, все числа вот этих терактов, совершения вот этих преступлений, все становится 6. Я сам был следователем, сказал, дело Одинаева Худой-Назарова, который себя взорвал 25 марта 2012 года. И я расследовал это преступление. И если плюсуем, опять 6. А последнее, вот, первое возьмем, то, что я видел сам. Я был следователем. Если возьмем, работал там, я сам проводил эту операцию о задержании. Тогда тоже 6, а последние возьмем, вот, опять 6. А остальные, то, что в середине, то, что Турции, Иране, Швеции, везде они совершают, никто другой. Если это возьмем в одну сторону, заходите, зрители, в нашем канале сообщества, заходите в наш канал, вот, например, наш канал, вот, заходите, там, где круглый есть, знак нашего канала Freedom, вот здесь на Freedom жмите, здесь есть вот так, а здесь сообщество есть, сообщество. В сообществе анализируйте, вот Бузурмех Йоров. Бузурмех Йорфа 12, если плюсуешь день задержания 19, день рождения Рустама Эмомали. Дальше идем. Если берем дальше, здесь есть с линками, сами анализируйте еще, плюсуйте, там, не я говорю, это в Гугле есть. В Гугле при течение 30 лет, 33 года они правили, все их преступления зафиксированы внутри Гугла, нигде. И геноцид сейчас проводит МУС тоже, Международный уголовный суд тоже против геноцида таджикского народа, они расследования проводят, уже возбудили. И все совершения, все их преступления вот так. 24 это их агентура. Вот, например, берем кого? Одного бывшего сотрудника ГКНБ. Его зовут Махмад Султан Мавлун Назаров. Если берем его, тоже 16 июня 2022 года, плюсуем 19, опять как Бузурмех Йоров. Дальше идем. Всех, Далери Имамали, всех. Заходите в сообщество нашего канала и увидите. Например, вот это блогер. Хушом Гулом из Бадахшана. Если его плюсуем, его задержали 19 мая, 19, опять день рождения Рустама Эмомали, 19 мая 2022 года. Если плюсуем, опять день и месяц, опять становится 15, опять 6. Везде, что в терактах, то, что совершается во всем мире, они совершают. То, что репрессия, то, что геноцид других регионов, охотиться на других регионов, тоже так. По-моему, вы поняли меня, и поэтому вот все теракты, которые что берете из Швеции, потом Иран 2 раза в день совершенно, потом в Турции, потом то, что в Афганистане тоже недавно задержали, и раньше были теракты. Все берете, так становится 6, или 16, или 19. Как вот в сообществе нашего канала заходите, и мы там расшифровали. И здесь под нижней части этого видео, описанием этого видео, есть
все подробно на русском языке, ссылками, фактами. Это не мои слова. Это притяжение стольких лет правления клана Эмомали Рахмона, притяжение 33 года правления Эмомали Рахмона, они совершают международные преступления на таком масштабе, с такими кодами. Эти коды обозначают им, например, и, может быть, их клану, они понимают сами, может быть, клан. Те, которые подчиняются этому клану и правящему клану, то, что те, которые за границей пришли, и они даже, вот, например, если человек из Согда, или из Памира, или из Душанбе, или из регионов принадлежности Душанбе, например, Изад Амона, если возьмем, вот сейчас Изад Амона возьмем, когда его депортировали, например, Бадахшан, например, вот это поэта, если возьмем, поэт был же из Панджакента, Абдукодири Рустам, его задержали 31 августа 2023 года. Если плюсуем, 19 становится. Понимаете? 19. Опять день рождения Рустама Эмомали. Понимаете? Везде. Если берем вот Изад Амона, вот, например, или берем вот правозащитника, который комиссия 2044 и Манучер Холихназарова, его задержали 28 мая 2022 года. Если возьмем день и месяц задержания, опять 15-6. Если возьмем Изад Амона, вот берем Изад Амона, например. Изад Амон, берем Изад Амона. Его задержали 25 марта 2021 года. Если плюсуем все день, месяц и год, опять становится 15, опять 6. 6, 24 цифры, определенные цифры, агентура ихная. Все это ихная система. Это не я говорю. В сообщество заходите, в Google заходите, напишите Изад Амон, например, время задержания, депортации Каромат Шарипова, всех. Все, что они совершали в течение 33 года, там есть только цифры 6, 16, 19. Если 16, ты, значит, против клана ему. Они с войной взяли власть, и все структуры принадлежат им. И, значит, ты против этой системы. Вот так они расшифруются. Например, 6 – это 186 голосов. Эмомали Рахмон, который пришел во власть. Вот так. 19 – это день рождения Рустама Эмомали. 24 – это опять 6, плюсуем 6. Опять против Эмомали Рахмона пошел ты, агентура их. Или 15, тоже так. Вот так идет ихняя цифра задержания. Цифр, которые они совершают даже теракты. Все теракты, которые совершили таджики во всем мире. Я уже давным-давно говорю. Притяжение 5-6 лет уже я говорю всему миру. Объясняю. Но Германия, то, что мы с Германией, когда я говорил, они вовремя реагировали и вовремя всех задержали. Только Германия. А остальные страны просто верили ему, Эмомали Рахмону, а он совершает вот такие поступки. Вот, по-моему, я отвечал вам правильно на все ваши вопросы. А зрителям хочу сказать, описание под видео заходите, посмотрите и заходите в наш канал, сообщество нашего канала и всех активистов, блогеров, демократов, всех того, кто они репрессировали, задержали, всех ваших знакомых, кого задержали, все. Плюсуйте день задержания. И все у вас будет ясно. Потом заходите, 16-я сессия, сколько голосов взял Эмомали Рахмон, 16-я сессия или день рождения Рустама Эмомали. Все. Или регион 0721, например, регион. Например, если человек из Согда, жена и муж пришли, например, в Европе пришли, просили убежище, они активисты. Вот из Согда на них нападает опять кто? Кланы Эмомали Рахмона. Или хатлонцы, или гарнцы. Они нападают на этих людей. Просто мирных людей, которые активисты.
нападает, чтобы они подчинялись им. Или из Бадахшана, жена и муж, они нападают. Или если муж, например, из Согда или жена из Хатлона нападает Гарнский. Или муж из Согда, жена из Гарма нападает Хатлонский клан. Или муж из Бадахшана, жена из Хатлона нападает Гарнский клан. А если муж из муж из, например, Хатлона, жена из Бадахшана нападает автоматически уже Хатлонский, Гарнский клан. Вот так они очерняют даже активистов. Понимаете? Везде есть эти коды, это не я говорю, это в Гугле есть. И поэтому я, по-моему, всем зрителям хочу, чтобы в сообществе заходите, описание видео заходите, лайк ставите. Это мой труд. В течение 24 года, когда я работал и служил в структурах и боролся с международным терроризмом, и я понял, что во всех терактах, почему их не следи, почему исчез. Я не понимал раньше. Потом со временем, анализируя годами, потеряя все, я понял, что они работают таким способом. Поэтому я правильно отвечал на ваш вопрос. А есть еще вопрос? Если есть, задам. Спасибо за ваши ответы. Есть голос у меня? Да. По вашим ответам и источникам международных СМИ, которые вы оставили в нижнем части описания под этим видео, и нашим исследователям выходит, что первый теракт, который вы предотвратили, и вы были следователем этого уголовного дела, это был подрывник Одинаев Худой Назар. 25 марта 2012 года, который хотел взорвать себя в день международного праздника Навруз перед иностранцами, делегациями, и он был членом нынешнего ПИФТ, который тогда, те годы, когда он совершил этот теракт, ПИФТ легально осуществлял свои политические деятельности в Республике Таджикистан. И этот человек, покойный Одинаев Худой Назар, после примирения гражданской войны не интегрировался и находился в розыске, а его скрывали. Якобы он был личным поваром Мухиддин Кабири. И после того, когда он взорвал себя на время задержания, до приезда скорой помощи, там на улице был день праздника, и много очевидцев говорили, что он кричал и говорил плохие слова в отношении Мухиддина Кабири и Имамали Рахмона, потому что этот человек в руках врачей внутри автомашины скорой помощи умер. Потом, после того, когда увезли в машине скорой помощи, умер, вы были там и были следователем этого уголовного дела. Что скажете? Я действительно, по этому поводу есть линк, Одинаев Худой Назар, заходите под описанием по вот этого видео. Одинаев Худой Назар был во времена гражданской войны в сторону ОТО, это общее оппозиционное объединение. И во время гражданской войны он, то, что из архивов, когда я расследовал, он убивал 18 полицейских, милиционеров, все были из Кулеба, из Хатлона, эти милиционеры. Где в сторону Вахда там идешь, Хатлон, там есть их могилы. И после примирения они должны были интегрироваться, эти боевики. Он был боевиком, но он не интегрировался, он был обучен в Пакистане, в школах, в Иране. И в те времена гражданской войны. А после примирения он
не смирился, по-моему, не согласился. И взял вот путь, короче, терроризма. И действительно, когда они нападали на иностранцев, китайцев в одном заводе, это был по факту уголовное дело. Уголовное дело, я расследовал это уголовное дело от Инаев Худой Назарова. По факту гражданам Китая они нападали. И после этого я вышел на след их. Тот день был Навруз, обычно Навруз отмечается 21 марта, но тогда было дожди. Из-за дождей перенесли время отмечания Навруза на 25 марта 2012 года. И все мировые сообщества из многих стран пришли в делегация. И тогда был ПИФ, партия Исламского возрождения Таджикистана, легальным в Таджикистане. Они осуществляли свои деятельность. И когда мы пошли его задержание, мы не думали, что он взорвет себя, мы не думали. А когда мы пошли на задержание прямо в автовокзале, он взял гранаты и одну бросил на сторону меня, один сотрудник оперативный ударил вот эту гранату на обочину, там, где речка идет. Там взорвался, там очень много людей было, есть видео. В одном моем видео есть, это ссылка, это описание видео. И радио Свободы есть, много людей, очень много людей было, там тысячи людей было во время вот этой операции о поимке его. И вот этот момент он второго взял и взорвал себя. Он лежал прямо над гранатой и взорвал себя. Но он не умер. Действительно, да, правильно вы говорите. Не знаю, откуда у вас такие информации. Я был там. И до приезда скорой помощи, да, он материл определенных людей. Потом пришел следственно-оперативную группу создали из Генеральной прокуратуры. Во главе Косимзода Орзу был тогда. Такой человек был. Сейчас работает, не знаю. Он полковник юстиции был. Он взял дело. И я был одним из членов этой следственно-оперативной группы. Взяли от меня это уголовное дело во время из архива, когда все вытаскивали, он, оказывается, 15 лет находился в розыске и имел 15 паспортов из разных регионов Таджикистана. И вот совершал такие деяния. Если плюсим, а там становится действительно, да, такие слова были. Это в ютубах, пространстве, что так было, да. То, что, да, действительно, подтверждаю это, я проводил начало этой до задержания, после, когда он совершал так, потом уже следственную группу создали, потому что там много делегаций было, когда из разных стран было гости, и из-за этого, короче, такая ситуация была, да. Это первое, который 25 марта 2012 года. Если плюсуем, опять 6 становится. А последний теракт в Москве плюсует тоже 6 становится. А остальные, которые вот в разных странах совершили, опять вот 16, 12, вот день рождения Рустама Эмомали, вот так. Они таким способом показывают миру. Они внутри Таджикистана всех инакомыслящих, храбрых людей, которые говорили открыто, журналистов, юристов, всех заткнули, посадили и на страх взяли. И когда мировое сообщество и мировые державы не согласились, чтобы прийти во власть Рустаме Эмомали, потому что он ученик Гульмурод Халимова, когда они не согласились, и сын Эмомали Рахмона имеет причастность в ИГИЛе, и есть эти факты тоже, пространстве СМИ, пространстве Гугле, везде есть эти факты. Не я говорю, я просто расследовал и был свидетелем, непосредственным свидетелем. И вот таким способом они хотят навести страх
всему миру, показать свою силу, не знаю, гордыню, что они не уходят от власти. Что внутри страны, что за границей. Они создали такие группировки террористические. Это очаг. Если мне, как борца, я работал в этом системе, сказать, очаг международного терроризма, если роддом, не знаю, опухоль планеты Земля в терроризме, это в Таджикистане, это Эмомали Рахмон и его сын, и его весь клан. Потому что они хотят напугать весь мир. Вот поэтому, вот правильно ответил, по-моему. Есть еще вопросы у вас? Да, есть еще, пожалуйста, по источникам официальных международных СМИ. Период 2015 по 2017 годах, когда вы работали у МВД по городу Душанбе, проводили 2 спецоперации по поимке подсобников беглого командира ОМОН МВД Республики Таджикистан полковника Гульмурод Халимова, который примкнулся в международной запрещенной террористической организации ИГИЛ. И вы опять предотвратили этот теракт и задержали в 2 операциях более 20 человек, которые хотели совершить теракты в столице города Душанбе. По официальным источникам международных СМИ, аналитиков, политиков, единого международного сообщества международных организаций борьбы с международным терроризмом, Гульмурод Халимов, министр войны, как якобы его кличка, международной террористической организации ИГИЛ, до присоединения и после присоединения имел тесную связь с Рустам Эмомали. Вы же расследовали это уголовные дела и имели факты. И из этого вы, очевидец и свидетель, стали ненужным человеком для политики Эмомали Рахмона. Это правда? Да, это правда. Действительно, в 2015 году, когда я поехал сначала в Худжанде, работал где-то 8 месяцев, потом, когда он ушел, меня как специалиста вызвали в город Душанбе, у МВД назначили оперативником. Я получил информацию из своих источников и начал работать, и поймал в 2 операциях более 20 человек. И все они имели тесный контакт с Гульмурод Халимовым, и они хотели совершать теракт, хотели убивать прокурора города Варзоба, где родом Гульмурод Халимов. Сюда других должностных лицах в Таджикистане. Потом, во время расследования этого дела, я когда начал поймать этих людей, они имели связь во время оперативных мероприятий. Гульмурод отправил оружие, если честно, Гульмурод отправил оружие. Они получали это оружие, вот эти, которые я задержал, эти люди, получали это оружие, и они дальше должны были передавать другим людям, чтобы совершать вот эти теракты. Там были взрывчатки. Я вот как закуп делающий, вот взял вот этих людей, но он не знал, Гульмурод там с ними имеет контакт, но он не знает, что я их людей здесь задерживаю, каждого, кто вот дает вот оружие другому, вот так я начал поймать. 60 дней. В течение 60 дней я со всеми его людьми, которые задержал, работал. И он всегда говорил, и есть факты, которые он всегда говорил, что Рустам имеет тесный контакт с ним. И Рустам знал, и он воспитал Рустама. И Рустам и Эмомали в курсе всех ее деяний.
И когда я вот это все узнал, вот первый теракт, который 25 марта 2012 случилось, то, что задержал этого человека, который взорвал себя. И вот это дело Гулмурод Халимова стал проблемой для лично меня, как человека, который я исполнял свой долг перед своей родиной, как полицейский, боролся с международным терроризмом и экстремизмом. Вот это то, что я не должен быть узнать, не знаю, расследовать, стал свидетелем некоторых вещей, которые я не должен был вот этого узнать. И поэтому то, что, как вы говорите, стал ненужным человеком и отравили. И я покинул страну, поехал в Швейцарию. В Швейцарии есть люди, те, которые люди, они реагируют финансы Эмомали Рахмона, семью клан Эмомали Рахмона. Это Дэвид Келлер называется, один сотрудник банка, Международный банк Швейцарии, UBS. Напишите Дэвид Келлер в Гугле, выходит. И Марио Фельд, мэр города Цюриха, и полиция город Цюриха, Сузан. Они задержали меня там из-за вот этих, заказ получили из Эмомали Рахмона. И он пришел, когда Эмомали Рахмон в Швейцарии, заказал им меня, чтобы задержать, а я там хотел политическое убежище просить. А они задержали меня, посадили, оклеветали, питали 9 часов. Даже генеральный прокурор Юсуф Рахмон и замминистра МВД Бузмаков пришли там, чтобы меня отвезти. Питали там и в карцер положили, увезли после 9 часов питки. Они в карцер закрыли голым, холодным. И я поцарапал руку и хотел, чтобы они отвезли меня к врачу. Они не отвезли меня к врачу. Это тоже было время задержания, 15 марта было. Да, 15 марта было. Да, 15 марта было. 15 марта 2018 года. Опять 6. Потом меня отвезли они в больницу, чтобы отвезти нормальные больницы. Они вдруг отвезли, чтобы психбольницу отвезли, чтобы очистить свои следы преступления против человечества. Вот сотрудники полиции Швейцарии, вот этот Марио Фельд, мэр города кантон Цюриха, и вот этот банкир, который управляет финансами семьи Эмомали Рахмона, Дэвид Келлер. И там я врачу сказал, что напиши мое имя. Он не хотел давать справку, я сказал, что ты оформи, дай мне бумагу, что они питали меня, вот эту бумагу, что амбулаторную карту, как привезли пациента. И он боялся сначала, я ему сказал, ей сказал, женщина была, у меня есть оригинал этого документа. Я сказал ей, что дай мне бумагу, что они питали, из-за этого я поцарапал руку. Они питали меня 9 часов, потом карцер наводили. И она написала мое имя в Гугле, вещил мои интервью, много чего про меня. И она звонила главврачу. Главврач согласился, она тоже боялся отдавать, потому что полицейские стояли там. И она дала мне эту бумагу, на следующий день я вышел оттуда и ушел. Поэтому во всех клевета, угнетения, лжесвидетельства, подстава, во всех их деяниях, которые их люди даже за рубежом совершают, вот, и его террористические группировки, которые за границей он отправил, у него есть такие люди, даже среди оппозиции, даже среди лидеров оппозиции, они вот таким способом через 15, через 24, это все их агентура, через 19 это подстава, 21 это подстава. Например, вот если возьмем задержание, например, Суроб Зафара, да, берем последнее задержание, 10 марта 2024 года, если плюсуем, становится
21. Это война клана. Он шел против клана, и клан его, короче, убрал. Вот так они систематически, вот такими кодами они делают преступления против человечества. Я очень долго... Почему вот этих странах тоже изолирует меня из-за того, чтобы я не говорил эти вещи, потому что многие страны, он подкупил всех, может быть. Я так считаю, Эмомали Рахмон. Но во всех этих терактах, которые они совершили, 5 терактов, ладно, если активистов, блогеров, демократов, которые он репрессирует, геноцид проводит, таджиков, оставим в сторону. То, что они совершили за границей, столько терактов, 5-6 терактов, которые они совершили, что в Швеции столько людей, христиан умерли, столько католиков умерли, столько православных умерли, что они совершили в Турции, столько суннитов умерли, столько других наций умерли, другие нации, другие граждане других стран. То, что они совершили, например, в Иране, сколько шиитов или суннитов умерли. То, что они совершили вот в Москве, столько людей из православяне или славяне умерли, христиане умерли. Вот мир должен объединиться вокруг вот этих фактов и дать и создать единую коалицию, расследование всех преступлений, то, что совершает Эмомали Рахмон и его клан, террористические акты. И там должны взять нужных людей из числа вот таких, как я, других людей, и расследовать все эти деяния, которые во всех этих терактах почти по всему миру умерли, не знаю, в России где-то 200-300 человек умерли, или ранения получили, не знаю, столько еще, 1000 людей. Общий, если во всех терактах умерли 1500 или 2000-3000 человек, во всех их терактах, а получили ранения еще, не знаю, 5000 человек, общий, если и те, которые умерли, считаем, и те, которые получили тяжкие телесные повреждения, ранения, берем 10 тысяч или 15 тысяч человек, и если весь мир возьмем, психологический травма мира, это становится почти более 8 миллиардов людей, которые пострадали из-за терактов, которые совершены со стороны вот этого клана Эмомали Рахмона, который сами они привезли когда-то во власть. И он стал очагом, ему дали вот эту власть, он неправильно воспользуется. Почему неправильно воспользуется? Когда все министры правоохранительных структур из одного региона, и террористы, которые совершают теракты из одного региона, как они будут бороться с международным терроризмом? Вот, скажите, все полиции, все прокуроры, 63 городов, районов, все прокуроры городов, все из его клана, все министры правоохранительных структур, что ГКНБ, что МВД, что прокуратура, вся из его клана. Кто будет бороться с ним? И они боятся. Вот эти люди, если захотят, вот эти правоохранительные структуры, если захотят с ним бороться, не получится. Недавно, если вы увидели запись Мухиддина Кабири, он сказал, что в одном записи, и другие тоже много людей сказали, что до выборов 2014, да, по-моему, году, они встретились с представителем клана Хатлона, генералов в отставке, и с ними договорились, чтобы они, кто-то пришел новый во власть, посадили. Тогда еще между кланами был какой-то встреча. И тогда вот клановая структура системы Эмомали Рахмона сказали, мы не сможем, эти старики не сможет. Сказали, он будет убивать всех. Те, кто даже, я знаю людей среди оппозиции,
Среди, не знаю, даже за границей. Людей, которые их убивали отцов. Не знаю, братьев. Не знаю, их матерей. Все они боятся идти против него. Понимаете? Это такая, короче, такая внутриклановая какая-то структура есть у него. Из-за этого все террористы, которые совершают теракты, это из его территории. Все. Кто смертник, кто взорвался. Во всех странах. Что в Швеции, что в Турции 2 раза, что в Иране, что в России. Все. Надеюсь. А то, что вы говорите, что я стал свидетелем и стал ненужным человеком для них, да, они хотели, до сих пор охотятся за нами, до сих пор, через своих представителей кланов среди оппозиции. Например, в Швеции совершил теракт вот этот человек, который, я сказал, Акилов Рахмат. 07.04.2017 года. Плюс им становится 21 клан. Вот он имел контакт с представителями группы 24, спецслужбы Швеции знает, Интерпол, многие спецслужбы знают, все на шерфом он имел контакт, он взорвался. Ну что может быть? Многие. Есть, это факты есть, зафиксированы эти, много чего есть. Поэтому дальше есть еще вопросы? Да, еще есть вопросы. Значит, по официальным фактам, которые есть в пространствах интернета и официальных международных СМИ, и вы из-за своей функциональной обязанности как сотрудник полиции и вашей идеологии борьба с международным экстремизмом и терроризмом потеряли все. Работу потеряли, семью потеряли, близких. И даже несколько раз было покушение и отравление на вашу жизнь. И хотели очернить, оклеветать. Даже за границей люди Рустама Имомали и Имомали Рахмона и некоторые оппозиционеры, в кавичках, которые служат этому режиму, кто замешан в этих грязных делах. И столько лет вы на чужбине, на произвол судьбы брошены. Не боитесь, что у них есть все? Деньги, власть, связь. Вы не боитесь? Я не боюсь ничего, потому что это террористические организации, которые создал Эмомали Рахмон, используя международных норм, законов, а политические убежища используют такие законы даже для отправки своих людей, для совершения терактов, используют международных норм, международных договоров. Все законы международные он использует в своей грязной цели для совершения вот таких грязных деяний во многих странах мира. И я не боюсь от них то, что у них есть власть, да, деньги, связи, и многие страны с ними сотрудничают. Но у меня есть репутация. И репутация, которой я при тяжении 18 лет в службе в своей стране, те деяния, те поступки, которые я совершил, это есть. Я не имел права тогда, когда работал, не давал интервью. Это есть в пространстве интернета. Люди наблюдали. Есть люди, которые находчивы, наблюдают все. Кто вот задержал этих людей, кто получил информацию, кто вот это. Спецслужбы мира наедине работают. И вот эти люди есть пока в мире, во многих спецслужбах мира, люди, которые помогаем мы друг другу, знаем. И благодаря вот этим моем прошлой жизни, что я боролся с таким злом,
у меня есть, да, друзья, связи, что они предупреждают, они сами, те, кто хотят что-то навредить, они сами быстро реагируют. Поэтому я не боюсь, я знаю, что правда на моей стороне. Я не нарушал ничего, никакой закон. Я просто исполнял свой долг как полицейский. Я боролся с терроризмом. Все. Просто я не должен был видеть вот эти ихние связи. Вот это им проблему создал. Из-за этого. Все. А так я не боюсь. Я не боюсь, да, потерял все из-за моей идеологии, но я не боюсь. Но я побеждаю их. Обязательно Дай побеждаю. Бог. Бог вам поможет. Есть еще Вы как вопросы? специалист по борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, аналитиком, политиком, кто виноват в нынешнем ситуации? О том, что во всех терактах, во всем мире фигурируют граждане Республики Таджикистан. Незнание глобальной политики тех, кто после гражданской войны пришли во власть, имея 70% и 30%, или религия. Во всех причинах вот нынешней ситуации, кто виноват? Виноват те, которые пришли во власти, то, что вы описали в своем вопросе. Те, которые пришли в те времена во власти, они были преступные группировки. ОПГ, организованные преступные группировки, пришли во власти. Ученых, те, которые создали много политических движений и хотели создать демократическое государство, их уничтожали и вот их привезли во власть. Они сначала торговали, не знаю, убивали, грабили, занимались наркоторговлей. А потом со временем они видели вот прибыль из терроризма и создали вот такие ячейки и используют вот такие методы, чтобы зарабатывать деньги. Вот я так считаю, но здесь религия ни при чем. Вся религия, что католическая, что православяне, что евангелисты, что мусульмане, что шииты, что сунниты, все книги, священные книги, там есть добро. Смотря жизнь, протяжение жизни должен человек воспринимать оттуда то, что хорошее. Там есть добро и любовь, много чего хорошего. Здесь религия не виноват. Здесь виноваты те люди. Потому что здесь виноват особенно имам Али Рахмон. Потому что его сын примикнулся в ИГИЛ. Понимаете? Он боролся, да, он сам боролся, не знаю, с терроризмом говорил, боролся. А его сын попал вот этим дудочкам, под этим террористам. Они вот Гульмурод вербовали его. Потом ушел же. Он же воспитал его. Он с детства воспитал Рустам имам Али. Он 24 часа с ним был. То, что я расследование вел его полностью дело Гульмурод Халимов. 24 часа он был с ним. Он воспитал с детства еще в 94-х годах, когда имам Али Рахмон работал в Душанбе, а его семья находился в Дангаре. А Гульмурод тогда был ОМОНцем, и Захарченко был командир ОМОН. С ним они охраняли его дом в Дангаре. Оттуда он знает Рустама и Шоруха и других людей, которые с ними были. И он воспитал этих людей по своей идеологии. И у него есть компроматы против них. В ИГИЛе есть компромат против Рустама имама Али. И все знают, весь мир знает. И все спецслужбы мира знают, все СМИ знают. Просто молчат, боятся, просто они не хотят. Поэтому изолировали, на что я не говорил. Но уже многие журналисты сейчас... у меня вот в телефоне только сегодня было у меня вот USA Today, Welt хотел от меня взять интервью, RTL, NBC News,
NTV, USA Today, NTV, CNN, The Guardian, The New York Times, NTV Nachrichten, еще Focus Online, RTL, Welt или Bild, Spiegel. Это знаменитые журналисты хотят, интервью взять. Я со многими, много интервью я уже дал им. Но со временем мир узнает, кто они, а кто я такой. Я был на правильной дороге, а просто я исполнял свой долг. И весь мир борется с терроризмом, со злом. А они злые, Вот причина Эмомали Рахмон, потому что его сын попал, вот против него компромат сделали. И может быть, как Эмомали Рахмона привезли через кровь, через убийство, вот привезли в государство. Вот когда я был в Швейцарии, тогда я понял, что вот эти люди привезли Эмомали Рахмона и против него имеет компромат, чтобы он таскал ресурсы в стране руки своих хозяев. И они тоже хотели, чтобы вот этого террориста, ученика террориста, международного террориста Рустама Эмомали ставить, и против него есть компромат, и дальше убивать народ, дальше грабить народ, дальше уничтожать. Вот так хотели, такой проект был. Но вот этот проект в 2022 году, когда они не смогли меня сломать, в 2020 году, в 2012, 2021 году, когда они сильно нападали на меня, даже в этих странах, у них не получилось. Вот этот проект сломался, потому что я во всем мире говорю и обращаюсь. Если в сообществе нашего канала заходите, там есть, вот сказал, эти люди, активисты, которые они задержали, там есть геноцид.com, заходите, линк есть, заходите, там сделаете на английском языке. Там выходит уже в протяжении 20-33 года, они убивали более 1 030 000 человек. Таджиков, геноцид проводили. И все были лидеры, все были активисты, все были умными, интеллигенция, многих они убивали. Поэтому он хотел, чтобы его сын стал террористом и имеет связь с ИГИЛом, и против него есть в ИГИЛе компромат, и он имеет тесную связь с Гулмурод Халимов. Он хотел, мир не согласился, поэтому он совершал вот эти, он показывает свою силу всему миру, что я силен, мой клан силен, и мы другим странам терроризирует. Он терроризировал свой народ, а теперь терроризирует весь остальной мир. Вот так, у него. Надеюсь, правильно ответил вам. Так. В конце, что хотите сказать мировому сообществу, международным организациям, лидерам стран, политикам, журналистам, аналитикам, сотрудникам международных отделов борьбы с международным экстремизмом и терроризмом, на независимым блогерам, интернет-поисковых корпораций? И какой совет даете им? Я хочу обращаться к представителям всему мировому сообществу, лидерам государств, международных интернет-поисковых корпорациям, спецслужбам, Интерпол, все международным организациям борьба с международным экстремизмом и терроризмом, официальным журналистам, блогерам, активистам, юристам, правозащитникам. Вот я борюсь с ними без никакой защиты, без ничего, 7 лет. Я смог преодолеть их. Не бойтесь, борьтесь. Всегда борьтесь со злом. Если зло, я хочу сказать мировому сообществу, всем лидерам стран мира, если все работают во благо человечества, во благо мирового порядка, во благо, чтобы вот планеты Земля, вот если в планете Земля появился очаг, опухоль,
рак, который заразывает весь мир. Вы должны объединиться, и нужны хирурги, нужны врачи собираться. И вот этот опухоль, который он создал, его клан, надо очистить. А нельзя бояться со злом бороться. Каждый человек должен и имеет, каждый активист, блогер, ученые, которые за границей, ученые, таджики, журналисты, адвокаты, которые за границей. Вы боитесь, я знаю, что кланы жмет вас. Даже за границей они жмет вас. Вы не должны бояться. Вы должны говорить. Вы должны показать себя. Пришло время. Надо бороться со злом. Вот мое слово мировым сообществом. Чтобы, если есть зло, надо не бояться бороться с ним. Без ничего я смог. Без ничего. Без вообще ничего. Я смог же доказать миру. И вот другие тоже могут. Поэтому верьте. Вот это мои слова. Надо бороться с этим злом. Пока эта опухоль не взял весь планету Земля, надо очистить его. Не я создал его, эту опухоль. Его клан Имам Али Рахмон. Другие создали. А те, кто создали, чтобы не открылось, уже открылся его все комбинации, все коды, как он совершает вот это все. Поэтому всем тем, кто борется с международным терроризмом, меня выгнали с работы, я много чего переходил, потерял все, но я боролся. Я боролся, чтобы восторжествовался справедливость. Восторжествовался справедливость. Чтобы тех людей, которые, не знаю, во всем мире борются со злом, их уважали, их ценили, их не очерняли. Вот это мои слова. Еще есть вопрос? И вы, как опытный человек, специалист, юрист, политик, верите, что истинная правда и закон международных законов восторжествует или нет? Да, вопрос, конечно, такой. Человек задумывается. Я верил, как юрист, как специалист, как политик, как аналитик, что истина и правда, и закон, и международные законы всегда восторжествует, где бы ни находился человек, если он на истинном пути и на пути правды. Вот это мой ответ вам. Все? Короткий вопрос. Угу. Международное сообщество, весь мир знает, что у нас, допустим, в мире есть такой террорист, министр войны. Это министр. А как вы думаете, кто президент войны? Рустам Имам Али, значит. Да? Если министр войны его учитель, министр войны ИГИЛ, исламская ИГИЛа, а международная террористическая организация ИГИЛ, а значит президент войны становится Рустам Имам Али. Да, он же отправляет вот этих террористов, везде же его коды. Вот во всех терактах его же день рождения, 16-я сессия, вот их коды. Вот поэтому кто становится? Они сами. Вот. Правда, вот так. Я так считаю. И весь мир знает, уже начинает они реагировать на это. Даже в Афганистане против Талибана они теракт сделали. В Афганистане теракт сделали. Они создали очаг международного терроризма в своем регионе. И все, кто совершает вот эти теракты,
это ихние люди. Все. Все люди, которые вот совершили теракт, есть в пространстве Гугла. Ищите, найдите их имена, где они выросли. Они, почему во многих СМИ, например, купленных ими СМИ, Радио Свобода Таджикистана или другие, только Радио Свобода, например, русская, или Радио Свобода, например, казахская, или киргизская, или другие Радио Свободы, которые реагируют со странами других лиц, только они именно место его рождения, или, не знаю, другие центральные аналитики Центральной Азии журналисты, или журналисты, например, международные журналисты, или Велт, например, Велта телекомпания, здесь я внизу линк оставил, там на немецком даже говорит, что Гульмурод Халимова показывает, и на английском есть, они говорят, и просто, почему русские молчат? Вот сегодня русский язык, да? И я именно выбрал День русского языка международного, как международный язык общения, международный дипломатический язык. А их же, они же привезли имам Али Рахмонова власть, они защищали столько лет его клан во всех, что в России везде. Они же сделали от него вот такого. А почему они не будут говорить именно о связи Рустами имам Али с Гульмурод Халимовым? Почему? Столько людей умерли там. Столько людей получили ранения. Столько людей получили психологические травмы. Мир, все знают, что в Швеции, что, не знаю, в странах вот НАТО, в Германии, они хотели совершать теракты. Или в Турции, или в Иране. Почему они должны говорить? Они должны говорить об этих вещах, что за всеми стоит он. Я живой человек, я оставил вот под этим видео официальные аналитические данные, кто я такой, все. Как они совершают вот это все. Как бывший сотрудник, который работал в этом направлении в Таджикистане. Имел более 11 лет опыта работы. А мир должен реагировать. Но я уже по всему, то, что творится в мире, я уже знаю, что мир уже реагировал на это. И обязательно уже приняли, может, решение, что его и весь его клан не будет. Я вот так считаю. Все, ваш вопрос закончен. Спасибо за ваши ответы. Большое спасибо вам тоже, что пришли, участвовали. Но у вас были такие сложные вопросы. Знаете, какие вопросы задавать. Но, надеюсь, я тоже правильно отвечал. А зрителям скажу, что поставьте лайк. Заради свободы таджикского народа от тирании, от современного рабства, от кланового уничтожения таджикского народа, от кланового правления, от таких геноцида таджикского народа. Ставьте лайк, поделитесь видео. Таджикскому народу хочу сказать, что под описанием этого видео есть все. Читайте, там линки есть. По каждому линке заходите. И узнаете, сами анализируйте, плюсуйте. И заходите в сообщество нашего канала. Там есть все активисты. И все их, как с линками, с фактами, перечислены они, когда задержали, в какое время, всех, от Далери и Мумали до Бузурмера, всех есть. Очень много людей есть. С линками Изад Амон все есть. Сами посчитайте и узнайте, как работает клановая система, клановая репрессионная геноцидиальная система имама Али Рахмон.
Удачи вам. Благодарю вас всех за то, что посмотрели. До следующего выступления. Верьте, что простой народ побеждает. Удачи вам.